Блейд обладает рядом преимуществ, которые делают его сильным и уникальным персонажем. Вот некоторые из них. 1. Высокие показатели защиты. Блейд имеет высокие значения защиты, что делает его стойким к урону и позволяет выживать в сражениях даже без постоянной поддержки союзников пути изобилия. Это делает его отличным выбором для фарма и выполнения различных активностей в игре. 2. Способность к самоисцелению. Блейд обладает уникальной способностью к самоисцелению, которую он получил от предводителя охотников за стелларонами Эля. Это позволяет ему восстанавливать здоровье без необходимости постоянной помощи союзников, что повышает его выживаемость на поле боя. 3. Высокий урон по одиночным целям и области. Блейд специализируется на нанесении урона как по одиночным врагам, так и по области. Это делает его ценным DPS-героем, способным обеспечить высокий уровень урона для всей команды. Он может стать основным источником урона в отряде. 4. Уникальный геймплей. Блейд предлагает уникальный геймплей, отличающийся от главенствующих представителей других путей. Использование его способностей и мастерство владения мечом создают неповторимый опыт игры, который отличается от других персонажей. Однако у Блейда есть и некоторые недостатки, которые стоит учитывать. 1. Не восстанавливает очки навыков после базовой атаки. Блейд не восстанавливает очки навыков после использования базовой атаки «Адский пейзаж». Это ограничение может привести к конфликтам с другими DPS-персонажами, которым также важны очки навыков для эффективного ведения боя. 2. Блейд является основой группы. Блейд занимает основную позицию в группе и не станет делить эту роль с другими персонажами. Это означает, что команду следует строить вокруг него и учитывать его потребности и роль в бою. 3. Зависимость от персонажей пути изобилия и пути гармонии. Блейд зависит от персонажей пути изобилия для эффективного прохождения высокоуровневого контента. Также ему требуется поддержка персонажей пути гармонии, которые могут повысить показатели, влияющие на его урон. Учитывая эти преимущества и недостатки, игроки могут эффективно использовать Блейда и создавать сбалансированные команды, которые максимально раскроют его потенциал и помогут преуспеть в сражениях. Рекомендуемые значения характеристик для Блейда следующие. 1. Тело, шанс критического попадания и критический урон. Вы можете рассмотреть добавку к HP, если у вас нет хорошего тела с критическими показателями. 2. Ноги, HP. Это поможет увеличить урон от сверхспособности Блейда и повысить его выживаемость. 3. Планарная сфера. Можно рассмотреть добавку к ветряному урону. Если у вас нет хорошей реликвии, увеличивающего ветряной урон, то реликвия с добавкой к HP также будет подходящим вариантом. 4. Соединительная веревка, HP. По той же причине, что HP в ногах. Кроме основных характеристик, таких как здоровье, сила атаки, критический урон и шанс критического попадания, можно также обратить внимание на особый эффект пробития, ситуативный показатель, который может быть полезен в некоторых случаях. Учитывая, что прирост HP достигается через прокачку следов и основных характеристик в артефактах, можно сосредоточиться на поиске второстепенных характеристик, таких как критический урон и шанс критического попадания. Сила атаки важна, но не является самой приоритетной характеристикой для Блейда. Обычно она набирается через прокачку пещерных реликвий и планарных украшений. Также важную роль в увеличении этой характеристики играют персонажи пути гармонии, такие как Броня, Юйкун, Тинь-Юнь и Аста, которые могут предоставить бонусы к силе атаки во время боя. Ниже представлены некоторые из лучших световых конусов, которые рекомендуется использовать для Блейда. 1. Недоступная стороны. Сигнатурный световой конус Блейда, который улучшает его основные характеристики, такие как шанс критического попадания и HP. Это позволяет сконцентрироваться на других важных показателях, например, на критическом уроне. 2. Что-то незаменимое. Световой конус Клары, который увеличивает силу атаки и позволяет сконцентрироваться на других значимых показателях для Блейда. Он также предоставляет пассивное исцеление, что особенно полезно при прохождении высокоуровневого контента.
3. Падение Иона – легендарный световой конус, который можно получить и прокачать до максимального уровня наложения путем активного еженедельного прохождения миров виртуальной вселенной. Он становится отличным выбором, если у вас нет других представленных вариантов. 4. Тайная клятва – идеальный эпический вариант, который предоставляет Блейду баф на повышение урона в двух вариациях. Он может работать постоянно или периодически, в зависимости от текущего здоровья владельца и HP врагов. 5. Бежать некуда – сигнатурный световой конус Блейда эпической редкости, который базируется на постоянном приросте силы атаки. Его дополнительный эффект пассивного исцеления будет очень полезен при прохождении высокоуровневых миров виртуальной вселенной и воспоминаний Зала Забвения. 6. Под голубым небом этот световой конус дает немного меньший прирост к силе атаки, но предоставляет персонажу более мощный прирост к шансу критического попадания. Он может быть полезным, если вам трудно достичь высокого процента критического шанса с помощью пещерных реликвий и планарных украшений. 7. Кроты приветствуют тебя. Этот световой конус предоставляет прирост к силе атаки на максимальном уровне наложения. Он может быть прокачан еще на ранних этапах игры и может быть рекомендован для экипировки на уровне R2/R3. 8. Гав. Время прогулок – это хорошая альтернатива, если у вас нет других подходящих вариантов. Однако для получения второй части пассивного эффекта в отряде должны быть персонажи, способные наносить эффекты горения или кровотечения. 9. Падение небес – это надежный вариант, который можно прокачать до 5 уровня наложения еще на ранних этапах игры. Основной источник урона Блейда – базовая атака после применения навыка «Адский пейзаж». Благодаря этому световому конусу он будет наносить увеличенный урон этим умением. 10. Совместная гибель. Этот световой конус предоставляет Блейду увеличенный шанс критического попадания. Он может быть полезным, если вам трудно достичь высокого процента критического шанса с помощью других средств. Помните, что выбор светового конуса зависит от ваших предпочтений и доступности конкретного оружия. Рассмотрите их особенности и адаптируйте к своему стилю игры и ситуации. Ниже представлены некоторые из лучших реликвий, которые рекомендуется использовать для Блейда. 1. Долгоживущий ученик. Этот комплект предоставляет прирост к HP и шансу критического попадания. Он идеально подходит для Блейда, позволяя сосредоточиться на поиске других важных характеристик, таких как критический урон. 2. Орел сумеречного рубежа. Этот комплект не уступает набору «Долгоживущий ученик» и обеспечивает прирост к ветряному урону. Он также способствует продвижению Блейда вперед после использования ультимативной способности, что позволяет ему быстрее повторять свои ходы в битвах. 3. Стрелок дикой пшеницы. Это хороший вариант для начальных этапов игры, который повышает урон базовой атаки, основного источника урона Блейда. 4. Комплект 2+2. Если у вас нет полных наборов реликвий с хорошими статами, вы можете использовать части комплектов, которые наиболее подходят для Блейда. Например, комбинируйте реликвии, которые дают прирост к HP, критическому урону или другим важным характеристикам. Важно помнить, что выбор реликвий зависит от доступности и ваших предпочтений. Рассмотрите их особенности и адаптируйте к своему стилю игры и требованиям конкретной ситуации. Ниже представлены некоторые из лучших планарных украшений, которые рекомендуется использовать для Блейда. 1. Звездистая арена. Этот набор планарных украшений идеально подходит для Блейда, так как он увеличивает шанс критического попадания и урон от базовой атаки. Однако важно набрать общий показатель критического удара до 80% или выше, чтобы полностью воспользоваться всеми преимуществами этого набора. 2. Замерзшие салсотта. Этот вариант также эффективен и может сравниться с звездистой ареной. Он усиливает урон от сверхспособности и бонус атаки. Опять же, важно набрать фиксированный процент критического шанса в размере 50% или выше. 3. Флот нестареющих. Этот набор дает прирост к здоровью, что является важной характеристикой для Блейда. Он может быть хорошей заменой для двух вышеупомянутых наборов.
4. Запечатывающая космос-станция – это оптимальный вариант для начальных этапов игры, который впоследствии можно передать другому DPS-персонажу или представителю пути гармонии, так как его положительные эффекты зависят от силы атаки. Важно помнить, что выбор планарных украшений также зависит от доступности и ваших предпочтений. Рассмотрите их особенности и адаптируйте к своему стилю игры и требованиям конкретной ситуации. Вот несколько рекомендуемых составов отрядов для Блейда. 1. Блейд, броня, Серебряный Волк или Пела, Лоча. Броня будет накладывать положительные статусы на Блейда, а Серебряный Волк или Пела ослабят врагов и создадут уязвимость к ветряному элементу. Лоча поддерживает Блейда и команды исцелением. 2. Блейд, Пела, Огненный Герой, Наташа или Байлу. В этом F2P отряде Пела понижает защиту врагов перед сокрушительными ударами Блейда. Огненный Герой выступает в качестве поддержки, привлекая внимание врагов на себя. Наташа или Байлу занимают позицию целителя. 3. Блейд, Аста, Март 7, Наташа. Этот F2P отряд включает Асту, которая повышает силу атаки и скорость союзников. Март 7 обеспечивает поддержку отряда щитами, и Наташу, которая исцеляет и снимает негативные статусы. 4. Блейд, Цинцуэ, Юйкун, Наташа или Байлу. В этом F2P отряде Цинцуэ поддерживает Блейда уроном и пробивает квантовую уязвимость, Юйкун накладывает положительные эффекты, а выбранный представитель пути изобилия исцеляет. Помните, что это лишь некоторые рекомендации, и выбор состава отряда зависит от ваших предпочтений, доступности персонажей и ситуации в игре. Экспериментируйте и адаптируйте свой отряд под свой стиль игры и требования конкретного контента. Вот несколько советов по игре за Блейда в Honkai Star Rail. 1. Подготовьте отряд. Перед началом боя используйте умения персонажей путей гармонии, сохранения и слэш или небытия, чтобы наложить положительные эффекты на ваш отряд или нанести негативные статусы на врагов. Это поможет вам в бою. 2. Активируйте адский пейзаж, когда наступает ваш ход с Блейдом. Активируйте навык «Адский пейзаж». Это увеличит урон Блейда и превратит его базовую атаку «Осколочный меч» в чистокол мечей на 3 хода. Воспользуйтесь этим умением, чтобы нанести значительный урон. 3. Следите за баффами, обратите внимание на активные положительные статусы на Блейде и своевременно обновляйте баффы от персонажей поддержки. Это поможет вам максимизировать его эффективность в бою. 4. Используйте навыки поддержки. Если у вас отсутствует персонаж Лоча, который может пассивно исцелять, обратите внимание на Байлу или Наташу. Используйте их навыки, чтобы исцелить Блейда и ваш отряд, а также снимать негативные статусы. 5. Используйте ульту «Смертный приговор». Как только накопится достаточное количество энергии, используйте ультимативную способность «Смертный приговор». Это мощная атака, которая нанесет значительный урон врагам. 6. Обращайте внимание на здоровье. Важно следить за здоровьем Блейда. Если в вашем отряде нет Лочи, используйте Байлу или Наташу, чтобы исцелить Блейда и вашу команду. Не допускайте случайной смерти Блейда из-за недостатка здоровья. Следуя этим советам, вы сможете эффективно играть за Блейда и максимизировать его потенциал в бою. Я надеюсь, что этот гайд поможет вам лучше понять игровой стиль и стратегию для Блейда. На этом все. Спасибо за просмотр, не забудьте подписаться, если еще этого не сделали, и поставить лайк. Удачных приключений в мире Honkai Star Rail!